Олег сидел на ступеньках крыльца, низко натянув кепку на лоб, и взгляд его упирался в кромку леса, раскинувшуюся за рекой. Солнце уже клонилось к закату, но июньский день все еще заливал деревню теплым янтарным светом, цепляясь лучами за верхушки сосен. У его ног, вытянувшись на досках, лежала тайга. Старая напарница по охоте, волк-особ с выцветшей местами шубой, особенно вокруг морды. Но глаза ее оставались прежними, внимательными, живыми, чуткими. Он молча курил, делая глубокие затяжки, и чувствовал, как внутри созревает непростое, тяжелое решение. Тайга подняла голову, словно уловила перемену в его состоянии. Скосила морду набок и едва слышно фыркнула, будто спрашивала: «Почему ты молчишь, хозяин?» «Постарела ты», — тихо проговорил он, не поворачивая головы. В глазах тоска, и лапы уже не те. В ответ она слабо вильнула хвостом, поднялась, приблизилась и ткнулась носом ему в колено. Он не шелохнулся. Тайга жила с ним больше 9 лет. Он принес ее в дом совсем малышкой, едва державшейся на лапах. Сначала думал, просто пес, а потом понял. В ней течет кровь волка. Упрямая, как он сам, но покладистая, умная, почти по-человечески. Она читала его жесты, понимала с полуслова. Их охота была словно отрепетированный танец. Лось, кабан, даже медведь ей были не страшны. Не однажды она закрывала его собой, становясь между ним и зверем. Не металась, не лаяла зря. Она была настоящим боевым товарищем. Щенки ее пользовались спросом. Гибкие, сильные, бесшумные. Но 2 последних помета оказались слабыми. Один родился глухим, другой — с искривленными лапами. Из 7 выжили лишь 2. Олег тогда ничего не сказал. Просто сжал губы. Но теперь все. Пришло время. Он уже выбрал ей замену. Черную, проницательную дочь тайги. Она займет ее место. А старая уже отжила свое. Так будет правильно. Едва слышно прошептал он. Из дома вышла Катя, его жена. Тихая, невысокая, с вечной тревогой в глазах. В руках миска с горячей кашей, но, заметив, как он сидит рядом с тайгой, застыла. Что-то в его позе, лице, в молчании говорило больше любых слов. «Ты же не...» Начала она, но не смогла договорить. Он не ответил. Только затянулся и выдохнул дым в сторону деревьев. «Олег, не делай этого!» — прошептала Катя, подходя ближе. «Я понимаю, ты решил, но не надо. Она же не просто собака. Она часть тебя. Она душа твоя. Столько вместе пережили». «Стара!» — отрезал он жестко. «Больше нет пользы. А я...» Ее голос стал тверже. «Мне 40 скоро. Значит, и я уже бесполезна». Он резко обернулся, бросил на нее взгляд, короткий, тяжелый. Молчание. Потом снова отвернулся, выдохнув дым. «Не путай. Ты человек, а она — зверь. У зверей свои правила. Отслужил — уходи. Она не просто зверь», — тихо, но твердо сказала Катя. Он не ответил, лишь медленно поднялся, стряхнул пепел с колена. Тайга встала рядом, глядя снизу вверх с той же верой и готовностью. Катя хотела взять его за руку, но он отступил. «Не вмешивайся. Это мое решение». Катя побледнела, опустила глаза, сжала губы. И лишь когда он ушел по тропинке, тихо сказала: «Надеюсь, тебе будет стыдно. Хоть немного. Утро». Солнце еще не прорвало плотную сеть хвои. Олег шел лесной тропой в тишине. За спиной Мапуозецоа. Мешок, но не ружье. Он не шел на охоту. И сам это знал. И все же продолжал путь. За ним семенила тайга, возбужденная, как в былые времена, когда впереди ждала добыча. Она терлась о его ногу носом,
заглядывала в лицо, виляла хвостом, искала знак, жест, слово. Но он был нем, как камень. Не отзывался, не гладил, не смотрел. Тревога в ней росла. Он не взял оружие. Шел быстро, почти не оглядывался. Лес был не как обычно. Не охотничьим, а глухим, тревожным. Она пыталась не отставать, искала его глаза, а он будто не замечал ее. Они углубились в самую чащу, где деревья сомкнулись кронами, где царила тишина. Олег остановился, вытащил из мешка веревку. «Сидеть», — произнес он хрипло, не приказом, приговором. Тайга послушалась, уселась, глядя на него, как всегда, верно предана. Он подошел, обвязал веревку ей на шею, второй конец, к сосне. Она не дернулась. Лишь подумала: что за странность? Зачем это? Мы же шли по следу. Она пискнула не от боли, от непонимания. Потом замолкла, следя, как он отходит. Один шаг. Второй. Потом развернулся и ушел. Ни слова, ни взгляда. Только хруст хвои под ногами. Она не рванулась сразу. Ждала. Наверное, это игра. Он вернется. Он всегда возвращался. Он не мог оставить. Минуты тянулись. Потом часы. Она пыталась лечь. Потом снова садилась. Тянула веревку. Коротко. Туго. Почему он ушел? Что я сделала не так? Я ведь старалась. Всегда. Может, он сердится? Надежда еще жила в ее глазах. Солнце поднималось, золотя лес. Но он не пришел. Вечер. Она все еще сидела. Ноги затекли. Земля под деревом стала влажной. Накрапывал дождь. Сначала мелкий, потом с холодными иголками града. Шерсть промокла. Ее трясло. Она свернулась в клубок, поджав лапы. Сердце билось вяло. Мысленно она возвращалась к щенкам. Теплым, слепым, сосущим молоко. Железо налилась. Боли жгли. Кто их теперь накормит? Она подняла голову. Луна вырвалась сквозь облака. Свет упал на ее глаза. В них больше не было вопроса. Только тишина. Он бросил меня. Человек, мой человек. Он ушел. Он не вернется. Эта мысль стала четкой, безапелляционной. Она не понимала ее почему, но знала, теперь она никому не нужна. Ночь. Холод. Тайга дрожала под деревом. Сон не приходил. Только пустота. В ту сторону, где исчез он, она не смотрела. Утро. Воздух резал. Желудок сжался от голода. Жажда сушила. Она поднялась. Веревка. Все так же короткая, но теперь она не ждала. Тихо, почти ласково. Потянулась. Потом рывок. Веревка впилась. Она зарычала. И впервые, не как пес. Она была одна. Уже не чья-то. Не девочка. Просто зверь, выброшенный в лес. В ней проснулся кто-то другой. Древний. Волчий. Зубы сомкнулись на капроне. Один укус. Еще. Треск. Щелчок. Веревка лопнула. Она встала. Не побежала. Постояла. Взглянула туда, где ушел он. Пусто. Повернулась и пошла. В лес. Она двигалась неспешно, почти неслышно, растворяясь между стволами, как тень. Лес больше не был ей врагом, но и не другом. Теперь он был испытанием, полем для выживания, где каждое движение, каждый запах значили больше, чем слова. Поваленное дерево, след кабана, стайка мышей, влажный мох под лапами. Все это она вбирала в себя, будто запоминала карту, выстраивая свою новую реальность, где никто не укажет путь и не позовет по имени.
Но больше всего она внимала шорохам. В лесу она была чужой. Не волком, не собакой, а чем-то посередине. И лес чувствовал это. Каждый лист, каждая ветка как будто следили за ней. В любой момент могла выйти стая. Или одиночка. Она ощущала себя как на краю обрыва, в постоянной готовности либо броситься вперед, либо затаиться. Но инстинкт выживания не давал ей дрожать. Шерсть на загривке поднималась, а лапы были готовы мчаться в любую сторону. Она училась читать местность, где прошла лиса, где проскочил барсук, где осталась тропа косули. В каждом запахе — подсказка, в каждом следе — предупреждение. Позже она почуяла. Недалеко — заяц. Молодой. Невнимательный. Она легла, слившись с травой. Ждала. Сердце билось ровно. Минуты тянулись. Потом бросок. Клыки сомкнулись. Жаркое тело забилось в зубах. Кровь наполнила рот. Она ела медленно, вдумчиво. Это была ее победа. Ее первое доказательство, что одна не значит слабая. Потом она вылизала морду. Села. Глядела вдаль. Там, в другой стороне, тот, кто ее предал. Но воспоминания не возвращались. Там пустота. Она больше не была собакой. Не была ничьей. И больше не будет. Она выжила и не простила. Потому что волк не прощает. Тайга ступала осторожно, будто растворяясь в зеленой тени деревьев. Ее движения были легкими, неслышными, словно она была частью самого леса. Прежнего страха перед ним больше не было, но теперь лес требовал от нее другого, предельного внимания, тонкой чуткости. Каждый запах, каждый треск ветки, сломленной лапкой белки или птицы, был посланием, которое следовало уметь прочесть. Она шла то вдоль оврага, то вдоль высохшего русла, заглядывала в чащу и нюхала следы. Сырость почвы, пыльцу, след зверя, кору деревьев. Ее движения были обдуманными, будто в голове она вырисовывала невидимую карту. Тут тропа кабанов, тут логово мышей, там пробежала лиса. Каждая находка была не просто данностью, а вопросом жизни. Она училась читать местность, как раньше читала взгляд хозяина. Главным ее правилом оставалась бдительность. Лес, каким бы знакомым он ни казался, не был пуст. Он жил своей дикой жизнью. В нем были другие. Те, кто не любил чужаков. Одиночки, стаи, хищники. Тайга чувствовала, она здесь не своя. Ни волк, ни собака, она не принадлежала ни одному миру полностью. В лучшем случае — тень, в худшем — потенциальная жертва. Поэтому каждый резкий звук, каждый хруст в кустах заставлял ее настораживаться. Шерсть на загривке вставала от любого подозрения, тело замирало в готовности либо ринуться вперед, либо мгновенно отступить. С наступлением ночей начали приходить сны. То она несла в зубах птенца, но не убивала, а как будто переносила, как щенка, аккуратно, с заботой. То ей снился голос, мужской, грубоватый, но до боли знакомый. Она мчалась на этот зов, радостно виляя хвостом, и каждый раз, перед самым прыжком, просыпалась. Одна, тревожная, в тишине. Однажды, перебираясь через сухое русло, она внезапно остановилась. Ее чуть не сбил с ног резкий, насыщенный запах. Волки. Территориальный запах самца. Свежий, властный. Инстинкты встрепенулись. Сердце забилось чаще. Она замерла, улавливая «нет». Она еще не зашла на чужую территорию, но граница где-то рядом. Один неловкий шаг, и все. Она не знала, примут ли ее. Скорее всего, нет.
Волки всегда чувствовали чужую кровь, а ее запах был другим, не только волчьим, но и собачьим. В нем осталась примесь человека, которую невозможно смыть. Это не забудется. День был серый, пахло мокрой листвой. Сначала она не поняла, что слышит, потом уловила тонкий, почти незаметный писк. Не мышиный. Он был глубже, пронзительнее. Тайга насторожилась. Медленно, бесшумно продвигалась вперед, пробираясь через густой кустарник. Сначала шаг, потом еще. Звук стал громче. Запах крови, свежий, запах молока, запах беды. Она выглянула из-за бревна и увидела. Перед ней раскинулось логово, почти незащищенное. Его будто разорвали, возможно, это был медведь. У самого входа лежала неподвижная волчица. Ее шерсть потемнела от крови, глаза были открыты, но безжизненны, устремлены в никуда. Рядом копошились трое малышей, совсем крошечные, еще не видящие. Они пищали, тыкались мордами в ее тело, пытались найти сосок, тепло, жизнь. Один упал на спину, беззвучно дергал лапками. Тайга замерла, потом сделала шаг вперед. Что-то шевельнулось внутри нее. Перед глазами образы собственных щенков. Тех, что она оставила, тех, которых у нее отняли. Молочные железы налились болью. Она подошла ближе. Волчата не испугались. Не могли. Один из них ткнулся ей в живот, другой продолжал пищать. Она не колебалась, опустилась рядом, начала вылизывать их одного за другим. Спинки, бока, животики. Осторожно, с любовью. Они цеплялись за нее, ползали, наталкивались на соски. И, наконец, нашли. Вцепились. Начали сосать. А она сидела, смотрела на них. Не могла плакать, но глаза ее наполнились влагой. Ночь они провели рядом с мертвой матерью. Тайга не могла ее унести. Сил не хватало. Но и оставить детей в логове значило обречь. Когда волчата уснули, она ненадолго отошла, чтобы найти безопасное место. Нашла под корнями старой ели. Сухо, тепло, скрытно. На рассвете начала переносить малышей. По одному, осторожно. Каждый пищал в пасти, но замолкал, уловив ее запах. Последним она взяла самого хилого. Он дрожал, стонал. Она прижала его к себе, согрела. Теперь у нее снова была стая. Новая, непрошенная, но своя. Жизнь пошла по ритму. С рассветом на охоту. Возвращение ближе к полудню. Иногда с зайцем, иногда с мелкой добычей. Прямо к щенкам еду не клала, они были слишком малы. Но готовила, прожевывала, измельчала, оставляла рядом. Потом уход за ними. Вылезать, вычищать, проверять, не занеслась ли грязь или болезнь. Щенки спали больше, чем бодрствовали. А она в это время сидела неподалеку, чуткая, настороженная. Улавливала малейшие звуки. Иногда ветер приносил запах людей. Один раз такой знакомый, что сердце дернулось. Она напряглась, готова бежать. Но запах исчез. Тогда Тайга уткнулась носом в бок волчонка, чтобы не завыть от тоски. Во снах он все еще приходил. Звал, но уже не грубо. Спокойно, почти с сожалением. В этих снах он гладил ее, как раньше. А она бежала к нему и просыпалась. С волчатами. Они росли. Быстро. Сначала распахнули глаза. Голубые, как небо весной. Потом начали ходить, шатаясь. Падали, снова вставали. Она не вмешивалась. Давала учиться. Потом обучала. Как замереть. Как слушать. Как двигаться тихо. Один был отважный. Второй — осторожный. Третий там слаб, но тянулся к ней. Всегда искал ее тепло. Она вылизывала их по очереди. И в эти моменты
забывала боль. Не было обиды, только чувство наполненности, как будто ее больше не рвет изнутри. Олег снился все реже. Тени воспоминаний стали мягче, словно старые запахи, ушедшие с дождем. Тайга почти не отдыхала. Все уходило на заботу о малышах. Пищи нужно было больше, охотилась дальше. Ее тело стало худым, но глаза остались живыми. В них была сила. Не от тела, от того, ради кого она жила. Теперь она не была чьей-то собакой. Она была вожаком. Щенки начали выходить наружу. Сначала чуть-чуть, потом дальше. Она не позволяла, загоняла обратно. Но однажды дала им волю и смотрела, как они играют. Один прятался, другой прыгал, третий поднимал морду к ветру. Она наблюдала. И вдруг поняла. Получилось. Они выживут. Они уже живут. Тайга все чаще задерживалась в привычных охотничьих угодьях, останавливаясь на несколько долгих мгновений. Места, которые раньше были полны жизни, теперь казались безмолвными. Полевки ушли. Зайцы попадались все реже, даже запах крупных животных, лосей и кабанов, теперь был далеким и еле различимым. Ее волчата взрослели, 3 крепких подростков с цепкими взглядами и сильными лапами, но все еще нуждающиеся в пище. Тайга приносила все, что могла, но все чаще понимала — этого уже не хватает. Серый, самый дерзкий из детенышей, все чаще пытался сопровождать ее, бросая взгляд, полный стремления доказать свою зрелость. 2 других держались тише, но голод был в каждом их движении, в сжатых мускулах, в тревожных взглядах, в ночном поскуливании во сне. «Придется уходить», — размышляла Тайга, внимательно изучая густую чащу впереди, откуда доносились чужие запахи. «Даже если это не мой лес, даже если там только битвы и смерть, главное, чтобы они выжили. Я не допущу, чтобы их сгубил голод». Теперь она не была ни щенком, воспитанным человеком, ни просто матерью. Она стала охотницей. Настоящей волчицей. За ней шли. Сердце в ее груди билось не сбито и тревожно, а мощно и решительно, как боевой барабан. Ранним рассветом она отправилась одна — проверить новый участок. Тропы там были другими. Воздух густой, с приторной тяжестью, как будто лес сам предупреждал о границах. Старые метки на деревьях говорили: «Здесь есть владелец. Сильный. Давно. Здесь пахло взрослым самцом. Запах власти, крови и непоколебимой силы. Даже земля под лапами словно напрягалась, реагируя на присутствие чужачки. Но тайга не замедлилась. Лишь один раз остановилась, втянула носом запах, подняла морду и шагнула вперед. Из кустов перед ней показалась тень. Массивный волк вышел навстречу. Морда украшена старым шрамом, взгляд острый, холодный. Он сразу понял — она не отсюда, и она не собирается отступать. Он молчал. Ни звука, только смотрел. Спокойно, как лед перед таянием. Тайга напряглась, ее загривок вздыбился. Это не страх, это ярость, готовность защищать. Вожак шагнул, склонил голову, щелкнул челюстью. Она осталась на месте. Без предупреждений он бросился на нее. Нападение было мгновенным, как удар молнии. Тайга отступила в сторону, но не побежала. Встретила рывок встречным броском. Схватила его за шею, не чтобы убить, а чтобы повалить. Вскинулась пыль, хлынула кровь, загремел рык. Он задышал прерывисто, дергаясь, но она держалась мертвой хваткой. Тело ее работало точно. Лапы вцепились в землю, челюсти сжимались с бешеной силой, глаза следили, не давая ни секунды форы. Но все еще было далеко от завершения. Слева донесся треск, новый нападающий. Затем еще один. Они кинулись на тайгу. Один вцепился в загривок, другой — в заднюю лапу. Она завыла, вырываясь, боль опаляла тело, кровь хлестала в глаза, но она не отпускала.
не имела на это ни права, ни намерения. Сознание мутнело, силы уходили, все внутри твердило «еще немного» и конец. Но вдруг почва содрогнулась. Не от нее, от других. Из лесной чащи вылетели трое. Ее дети, ее волчата. Уже не малыши, настоящие юные воины. Первый ударил врага, что терзал ее лапу. Второй вцепился в плечо другого. Третий рывком отбросил врага прочь от ее тела. Мгновение, и мир словно остановился. Главарь, что был зажат под тайгой, вывернулся и отполз. Он больше не смотрел на нее. Он смотрел на них. Трое молодых, сильных, яростных, готовых умереть ради нее. Он начал отступать. Один. Его глаза больше не были ледяными. Он исчез в глубине леса. Остальные волки замерли. Но не издав ни звука, также обернулись и ушли за ним, растворившись в тени деревьев. Тайга стояла, тяжело дыша, вся в крови, израненная, но не побежденная. Перед ней стояли трое. Ее дети, ее стая. Она приблизилась, уткнулась мордой в бок одного из них. Тот тихо, пощенячьи, завыл, прижавшись к ней. Второй терся о грудь. Третий сел рядом, зорко наблюдая за лесом. В тот вечер они вернулись домой. В новое логово. Надежное, укрытое. Тайга шла медленно, но с гордо поднятой головой. Ее дети шли рядом. Теперь это их дом, их земля. Они — стая. И впервые за всю свою жизнь она ощущала это настолько ясно. Не одиночество, не боль, а силу, уверенность. Олег остался в прошлом. Его лицо есть лишь тусклый силуэт. А здесь настоящее, настоящее, наполненное жизнью. Люди предали. Лес принял. Ночью над чащей поднялся вой. Не жалобный, не зовущий, могучий, спокойный, настоящий. То выла не собака, это выла волчица, мать, вожак, сердце леса.